Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейшее мороженое без сахара и лишнего жира. Ничего сложного, а результат порадует всех любителей пломбира. Кремовое, нежное, тающее во рту. По вкусу и текстуре это мороженое не отличить от классического, а, на мой взгляд, оно даже вкуснее. Нам понадобится 300 грамм молока. Можно взять обычное, можно кокосовое молоко. Молоко отправляем на плиту и нагреваем, но не кипятим. Берем 4 желтка. К желткам добавляем 30 грамм сухого молока. И также нам понадобится объемный подсластитель. Я использую аллюлозу. Это относительно новый безопасный подсластитель натурального происхождения. И это не единственное его преимущество. Аллюлоза имеет очень приятный сладкий вкус без каких-либо привкусов. Нулевой гликемический и инсулиновый индекс. Калории аллюлоза содержит, но они усваиваются не полностью. По своей структуре она максимально близка к сахару, за счет чего прекрасно выполняет все его функции при приготовлении десертов. Именно поэтому я выбрала аллюлозу для приготовления мороженого. Она поможет мороженому застыть без кристалликов льда. В обычном мороженом эту функцию выполняет сахар. Кстати, у этого производителя есть свой канал с рецептами, и там множество полезных десертов с аллюлозой. Ссылку на него я оставлю для вас в описании. Добавляем к желткам 70 грамм аллюлозы и тщательно перемешиваем. Важно добиться однородности, чтобы все комочки разошлись. Молоко как раз нагрелось. Постепенно выливаем молоко к желткам при постоянном помешивании. Перемешиваем до однородности и отправляем этот крем на слабый огонь. Уваривать мы будем до легкого загустения. Постоянно помешиваем. Крем варится быстро, но отходить не стоит ни на минуту. Крем постепенно густеет. Продолжаем помешивать. Смотрите, за венчиком уже остается заметный след, значит крем достаточно загустел. Для надежности можно проверить температуру. Крем точно готов, когда он достигает 82-84 градусов Цельсия. Как только виден один из признаков готовности, сразу снимаем крем с огня и продолжаем помешивать еще около 1 минуты. Если не хочется долго помешивать, можно сразу перелить в какую-нибудь другую емкость, чтобы нагрев не продолжался. Добавляем 1 чайную ложку натурального экстракта ванили и тщательно перемешиваем еще раз. Вот такой довольно густой и однородный крем должен получиться. Переливаем его в контейнер для мороженого. Удобно взять контейнер с высокими стенками, потому что прямо в нем мы будем взбивать мороженое, и так оно не будет расплескиваться. Накрываем пищевой пленкой или крышкой. Оставляем мороженое полностью остыть, а потом отправляем в морозилку на 1 час. Через 1 час достаем мороженое. У стеночек оно уже начало застывать. Это то, что нам нужно. Перемешиваем с помощью миксера. Это необходимо, чтобы мороженое не застыло с кристалликами льда, а было однородным и кремовым, как классическое. Так мы будем доставать и перемешивать еще 2 раза, примерно через 40-60 минут. Закрываем мороженое пленкой и ставим в морозилку еще примерно на 1 час. Снова достаем мороженое, перемешиваем ложкой. Смотрите, уже довольно хорошо застыло. Перемешиваем миксером. Выравниваем и накрываем пленкой. И еще примерно на 1 час отправляем в морозилку. Достаем 3-й раз. Смотрите, я отделяю мороженое ложкой, и видно, что оно уже довольно хорошо застыло. Время застывания у вас может быть другим. Это сильно зависит от вашей морозилки и от температуры в помещении. Но когда мороженое становится уже вот таким густым, значит это уже последнее перемешивание. Собственно, если вы любите мягкое мороженое, то оно уже полностью готово. А если обычное, более плотное, то накрываем пленкой и отправляем в морозилку еще как минимум на полчаса. После таких нехитрых процедур мороженое получается совсем как качественное покупное мороженое по текстуре. Его можно вот так ложкой собирать в шарики.
Ложку я для этого нагрела в горячей воде и вытерла насухо. Легко получаются шарики, хотя мороженое еще очень холодное. Поливаю мороженое самой простой шоколадной глазурью. Ее рецепт оставлю для вас в описании под видео. Все, потрясающе вкусное кремовое ванильное мороженое готово. Трудно передать словами этот потрясающий аромат, сливочно-ванильный. Это очень вкусно. Готовится крайне просто на самом деле, я дольше объясняла. Сам процесс очень быстрый. И именно так получается самое настоящее мороженое, с однородной, кремовой, тающей во рту текстурой. Этот способ, всего 3 перемешивания, позволяет полностью избежать появления кристалликов в мороженом. Я бы сказала, оно даже мягче и приятнее, чем обычный стаканчик. А какой вкус! Очень сладкое, сливочное, нежное. И шоколадная глазурь тут очень кстати. Она немного застывает на мороженом, становится слегка тягучая и очень вкусно оттеняет сладкий вкус мороженого. В общем, рекомендую приготовить такое полезное мороженое. Уверена, вы не пожалеете. А также советую каждому этот десерт с канала моего мужа Артема. Это лучшие протеиновые батончики, которые я пробовала. Ссылка в описании под видео.